Мы на биеннале, архитектурная биеннале в Венеции. Здесь очень жарко. Венецианские биеннале постоянно проходят с 1895 года. Выставки проходят в самое комфортное время, с мая по ноябрь. Выставки занимают две большие зоны в Венеции. Это Джардини и Арсенал. Есть два принципа участия. Тематическая выставка с одним общим куратором и национальные павильоны со своими кураторами. В 2023 году участие приняли 63 страны. При этом собственный национальный павильон имеет только 29 стран. У биеннале есть жюри, которое присуждает приз «Золотого льва» за лучшего участника международной выставки и «Серебряного льва» за перспективного молодого участника. И еще «Золотого льва» за лучший национальный павильон. А теперь для тех, кто ни разу здесь не был, несколько пунктов о биеннале в Венеции. Выставки в Венеции проходят каждый год. Один год современного искусства, на следующий год биеннале архитектуры. Меня зовут Александр Ганаков, и я эксперт в отельном дизайне. Итак, мы в Венеции. Это наш отель Palazzo Experimental. Это внутренний двор, здесь проходят завтраки, и здесь есть терраса. Вот это, правда, уже другой отель. У них нет выхода сюда. Причем по цене он, по-моему, такой же, но по дизайну, конечно, более классический. Здесь выставлено современное искусство, есть выход к воде, можно заказать лодку, она прямо сюда подплывет и устроить путешествие по каналам Венеции. В этом палаццо 15 века раньше находилась штаб-квартира венецианской судоходной компании «Адриатика». Теперь бутик-отель на 32 номера Palazzo Experimental. Experimental Group — это парижская команда 4 друзей, начавшая свое сотрудничество с баров в Париже. Перефразирую идеологию, продвигаемую группой в отелях. Гость получит как минимум 3 вещи в наших отелях. Удивление во время чек-ин, удовлетворение во время чек-ап, желание вернуться во время чек-аут. В этом отеле мы потестили большой шикарный люкс с видом на красивую набережную. А еще мы потестили самый маленький номер на крыше с видом в соседнюю стену. Мы обычно, уже заселившись, начинаем подробнее изучать концепцию и историю создания отеля. Так и в этот раз. Уже позже я понял, почему мы выбрали Palazzo Experimental для нашей поездки на биеннале. Как говорит автор проекта, дизайнер Дороти Меличсон, она создала отель для авантюрных кочевников. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы спроектировать отель для 2 типов гостей. Это либо те, кто никогда не приезжали в Венецию и решились только в медовый месяц, либо те, кто ездит в Венецию на биеннале почти ежегодно. Как правило, эти гости уже знакомы с венецианскими интерьерами и ищут не классический палаццо, а с чувством современности, интерьер которого как бы отклоняется от обычных кодов. Обновленный венецианский палаццо, но без привычных клише. Мы уже не в первый раз едем в Венецию на биеннале. И уже жили в палаццо, в квартире на крыше и даже в монастыре. Все покажем. Для своего следующего посещения мы хотели остановиться в отеле, не похожем на традиционные венецианские палаццо. Или Palazzo Experimental открылся в конце 2019 года. С тех пор почти не работал. Hello. Housekeeping. Prego. Высота потолков
5,05. Но по ощущениям все 6. Да. В России бы добавили еще этаж. Сказали, так, слушайте, что мы теряем площадь, тут же можно еще один номер сверху добавить, да? Вот такой симпатичный шкаф в нашем номере. Здесь все брендированное. Халаты с надписями сразу же, тапочки, шопер и сапоги. Все это можно купить. Сапоги 30 евро, тапочки 15 евро или 14. Не знаю, зачем продают тапочки, все равно их выкидывать. Ну и шопер 18 евро. Это аромат. Открываете шкаф, и тут запах интересный, такой травянистый. Здесь laundry bag, он стопроцентный vegetal. Есть фумигатор, полочки для трикотажа, вешалок достаточно. Их сколько здесь? 10 штук. Отлично. Мини-бар стеклянный, удобный. Высота мини-бара от пола должна быть около 30 сантиметров минимум для удобства. Здесь примерно так и есть, чуть повыше. Вот сейф находится не очень удобно, то есть он низковат. Размер сейфа должен соответствовать размеру ноутбука. Напоминаю, что по стандартам тумбы возле кровати должны быть ниже уровня матраса в районе 5 сантиметров. Здесь ниже на 10 сантиметров примерно. Здесь нет ламп для чтения. Возможность выключить общий свет только с одной стороны кровати, с другой стороны нет. Это выключатель на бра. Розеток должно быть с каждой стороны минимум 2. Здесь по одной, но зато есть USB разъемчики. Вот такие интересные. Хорошо бы еще USB-C делали, но и это хорошо. Свет здесь диммируется сразу на весь номер. Нет разделения. И здесь тоже бра. И пиктограммы сделаны гравировкой. Радио. С одной стороны будильник должен быть по стандартам, но сейчас уже отказываются от этого, потому что у всех есть телефоны или возможность разбудить через телевизор. А с другой стороны ставят телефон. Пронто. Изголовье мягкое, моющееся должно быть, и заходить под уровень матраса на 5 сантиметров. Здесь не заходит, но может быть, конечно, и ок. По крайней мере, нет щелей, и все очень красиво, компактно смотрится. Еще одно условие: возле кровати всегда должен быть коврик. С каждой стороны мягкий ковер. Здесь есть ковер, переходит на террасу через металлический бронзовый профиль. Зеркало. Одновременно. Смарт ТВ. Бенвенюте или бенвену? Бенвеню? Бенвеню это по-французски. Добро пожаловать! Санузел. Что здесь есть? Здесь есть весы, кстати. Вот наедимся пасты, будем взвешиваться. А теперь внимание! Опа! Первое нарушение. Плавного опускания крышки нет. Ёршик открытый. А посмотри, где гигиенические пакеты. Вот. Представь, не сразу и найдешь. Зато 2 рулона бумаги. Здесь как положено. Ванна. Поручня нет. Кстати, когда встаете из ванны, тоже полезно иметь поручень. Есть такой поручень, особенно для пожилых людей. Здесь нет термостата, холодная горячая вода, но зато очень крутой смеситель. Нет антислипа. Косяк. Ну что, тебе отель уже не так нравится? Зато здесь молдинги мраморные. Есть верхняя лейка. Высота, кстати, нормальная. Нет, должно быть не менее 200. Здесь есть body wash. Все экологически. Сейчас это модно. Не должно быть одноразовых тюбиков. Должны быть вот такие вот бутылочки закреплены на стене, чтобы меньше загрязнять природу.
вот такой новый тренд. Потому что раньше такой тренд был только для эконом-отелей. Есть увеличивающее зеркало. Вот для косметики гостей место найдем, да? Есть полочки. Они, кстати, тоже мраморные. А? Каково? Мрамор, салфетки. Так, фен. Это все террацу. Террацу, кстати, пошло из Венеции. То есть это родина этого пола. Здесь он самый настоящий. А это подщетки. Камень. Ну, здесь шао кэп. И все остальное. Здесь есть полотенцесушитель. Полотенца, еще смотри, какие салфетки. Полотенце. Раз полотенце, два полотенца, 3, 4. А для ног которое? А вон для ног 5. На одно полотенце больше, чем надо по стандарту. Крючок. Ну, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Крючок подвел. Леруа Мерлен. Кошмар. Что как такое? Надо пожаловаться. Все. Снизим оценку на букинге. Здесь есть биде, смеситель специальный с носиком. Это, кстати, полотенчики, скорее всего, для биде. Дверь открывается в упор. Упор, кстати, здесь тоже он не очень дорогой стоит. Рублей 30 стоит. Где-то. Урна. То есть тут дверка тоже в раковине, да? Здесь она тоже идет в упор. Тоже не... Здесь розетка одна, она должна быть с защитой, в данном случае от воды далеко, но IP44 должно быть. Урна с крышкой. Все хорошо. Зеркала должны быть с подогревом, но здесь они похожи без подогрева. А по свету как? По свету здесь должно быть не менее 400 люкс в районе стола. Здесь, мне кажется, люкс 300 будет. Здесь чуть-чуть побольше, потому что здесь вот есть еще одна лампа. Ну, свет, конечно, комфортный, но его здесь не очень много. Зато в ванной, вот здесь вот, наверное, уже люкс под 400 будет. Хотя в ванной по стандартам должно быть около 50 люкс всего лишь. То есть здесь такое яркое освещение не требуется. Но то, что нет поручня, это, конечно, плохо. Здесь можно найти все венецианские ноу-хау. Мраморные столы, венецианская штукатурка, террацу на полах, полосатые обивки, как отсыл к полосатой одежде гондольеров, покрытая лаком мебель. А теперь посмотрим, получится ли сохранить впечатление от отеля в самом маленьком номере с видом в стену. На этом этаже красные двери, желтые стены. А здесь, ну слушай, но здесь не написан никакой номер. Может быть, если двери откроешь, там будет номерок. Новый номер. О, бенвеню. Как этот номер? Чуть скромнее. Скромнее. Но тоже миленько, да? Скромнее да. Просто раза в 2 и в высоту, и по площади. Изголовье мягкое. У кровати ламп для чтения нет. Розеток с учетом USB достаточно. Тумбы на 10 сантиметров ниже матраса должно быть в районе 5. С этой стороны есть переключатель общего света. Он, кстати, димируется. И есть выключатель на бра. С той стороны только один на бра. Плохо. Должно быть выключение общее. Шкаф. Есть халаты. Вешалок достаточно. Есть полки для трикотажа. Можно купить сапоги. Это Венеция. Иногда топит. Есть тапочки. Сейф очень низко у пола. Размер сейфа должен быть под размером ноутбука. По эргономике сделан мини-бар 30 сантиметров от пола. Хорошо, что со стеклом. Классная штучка, не беспокоить. Полки есть, но только для книжки. Бедар, кстати. Чайная станция Алеси. Вода комплиментом, кофеварка, Неспрессо. Какой чай интересный. Единственное зеркало в номере должно быть ростовое. Здесь, конечно, не в рост. Телевизор регулируемый. Можно поворачивать. У штор засвет, засвет, засвет. Спать не очень хорошо. Санузел. Поверхности для гостей косметики маловато, но с учетом
Это только нижний. Здесь есть фен, салфетки, зеркало без подогрева, должно быть с подогревом. Есть увеличивающее зеркало, этот крючок явно с дизайнером не согласовали. Фронтальное освещение на лицо отсутствует. И здесь должно быть не менее 400 люкс, здесь, ну, может, дай бог, 200. Есть весы, урна с крышкой, есть биде. Для биде есть специальные полотенца. Все полотенца брендированные. Микролифт отсутствует. Есть дополнительный рулон бумаги, это правильно. Ёршик открытый, это нехорошо. Гигиенические пакеты спрятали. Экологично сделана косметика. Не одноразовые пакетики, бутылочки. Нет антислипа в ванной, нет поручня. Хорошо, что термостат выведен отдельно для верхнего душа. От пола ванны до душа должно быть расстояние 2,100. Здесь выдержано. Не очень хорошо сделаны дверки. Вода с этих дверок вытекает наружу, в результате все уже потрескалось. Зато все красиво, все по-домашнему. Стоимость номера, кстати, с завтраком 305 евро. Это прилично, но для Венеции, для уровня бутик-отеля, это приемлемая цена, с учетом, что соседние отели здесь по 600, по 500 за номер. Ну, идем гулять. Привет, Италия. Каждый из моих аккаунтов в соцсетях имеет свой уникальный контент. Вы можете выбрать тот, который больше соответствует вашим предпочтениям. Подписывайтесь и ставьте лайки. Дайте знать, что вам интересно и важно.